Здравствуйте, друзья! Мужество суданских защитников. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Вячеслав Кондратьев. 2 сентября 1898 года состоялась битва при Омдурмане, последнее крупное сражение колониальных войн, в которых оснащенные по последнему слову техники армии европейских государств громили многочисленные воинства африканских и азиатских аборигенов, находившихся на гораздо более низких ступенях общественного развития. Омдурманская битва прошла по этому же сценарию. Экспедиционный корпус британского генерала Китченера и его египетские союзники, которыми также командовали британские офицеры, на голову разгромил войско суданского халифа Абдаллы аль-Тааши, несмотря на то, что суданских воинов было свыше 50 тысяч, а силы вторжения насчитывали 25,8 тысяч. Из них, собственно, англичан 8200. При этом суданцы потеряли 12 тысяч убитыми, 13 тысяч ранеными и 5 тысяч пленными, а армия Китченера всего 48 человек убитыми, из них 28 англичан и 382 ранеными. Таким образом, соотношение безвозвратных потерь составляло 1 к 255. При этом почти все английские потери, 24 убитых, пришлись на 21-й полк лэнсеров, который ввязался в рукопашную схватку еще до того, как армия халифа была окончательно сломлена и обращена в бегство. Баланс потерь вполне закономерен, если учесть, что на стороне англичан была дисциплина, организованность, многозарядные винтовки, скорострельные орудия и пулеметы Максима, а у суданцев только мечи, копья, старинные кремневые, карамультуки, фанатизм и бесстрашие. Кроме того, англичане добили всех найденных на поле боя тяжелораненых противников, за что впоследствии Китченера слегка поругивала европейская либеральная пресса. Но генерал блестяще оправдался тем, что его солдаты использовали разрывные пули Дум-Дум, которые оставляли огромные рваные раны и буквально отрывали конечности, а потому жертвы таких пуль, как правило, были обречены на мучительную смерть, и их не могла спасти тогдашняя полевая медицина. Поэтому добивание раненых, по словам Китченера и его сторонников, было актом гуманности и милосердия. Удивительно, что после этого побоища суданцы оказывали организованное сопротивление колонизаторам еще более года, а полный контроль над страной англичане установили только спустя 18 лет. Схемы первого и второго этапов Омдурманского сражения. Англичане и египтяне, приплыв на пароходах по Нилу, захватили рыбацкий поселок Эгейга и укрепились вокруг него. Суданцы пытались атаковать с 3 направлений, но все их атаки были отбиты артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем. По словам участвовавшего в сражении Уинстона Черчилля, перед пулеметными позициями громоздились буквально горы трупов, но это не останавливало воинов халифа, которые верили, что каждый погибший в бою с неверными немедленно попадет в рай. Однако в конце концов напор атакующих ослаб, а потом уцелевшие бойцы, у которых инстинкт самосохранения был не до конца подавлен религиозным фанатизмом, начали отступать. Англичане, видя это, нанесли контрудар и обратили противников в бегство. Суданские джихадисты в атаке. Эту картинку можно было бы отнести к средневековью, но она относится к концу XIX века, когда в Европе уже ездили на автомобилях, пользовались электричеством и телефонами. Командующий египетским контингентом армии Китченера
генерал Гектор Макдональд в парадном мундире, сам генерал Китченер в полевом обмундировании и лейтенант Уинстон Черчилль. Худенький какой Уинстон был, и что с ним случилось вдруг? Британское 76-мм скорострельное полевое орудие БЛ образца 1884 года и пулемет «Максим» на артиллерийском лафете 1896 года. Этим образцам вооружения англичане в значительной мере обязаны почти бескровной с их стороны победе при Омдурмане. Английский Лансер и воины халифа Абдаллы, память о своем духовном лидере имаме Махди, который проповедовал нестяжательство и всегда ходил в заплатанной одежде, они носили на рубахах большие и яркие фальшивые заплаты. Причем цвета этих нашивок обозначали принадлежность к тому или иному подразделению. Англичане отражают атаку махдистов. В сражении при Омдурмане английские речные канонерки с Нила поддерживали свои войска артиллерийским огнем. Контратака британской кавалерии, в которой англичане понесли наибольшие потери убитыми и ранеными. Последний знаменосец халифа и генерал Китченер, въезжающий в город Омдурман, который был оставлен без боя после разгрома суданской полевой армии. На заднем плане виден поврежденный артогнем мавзолей имама Махди. Впоследствии по приказу Китченера он был снесен, а останки имама извлечены из склепа и выброшены в Нил. Таким изящным способом просвещенный джентльмен надеялся сломить моральный дух своих противников. Но это не помогло. Вот таким образом Англия захватывала все новые и новые колонии для себя, уничтожая всех без разбора. Что, собственно, и сейчас она делает по всему миру. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.